Итак, предыдущая серия закончилась на том, что мы закинули машину на грузовик с манипулятором и поехали в новую мастерскую. Тут, наверное, у многих возникнет вопрос, почему бы просто не заказать эвакуатор с лебедкой? Зачем нужен этот кран? Ведь машина рулится и колеса вращаются. Совсем немного терпения, и вы все поймете. На данный момент наши проекты и мастерские раскинуты по всему городу. К слову, буханка находится в другом конце города, в мастерской Андрея, а столярная мастерская в третьем. Это очень неудобно и крайне непродуктивно. И вот, наконец, мы собрались под одной крышей. А вот, собственно, и ответ. Зачем же нам нужен манипулятор? Дело в том, что это и есть единственный заезд в мастерскую. Тут пока идет стройка и ремонт, но уже к концу этой серии мы решим вопрос с заездом и покажем вам. Ну а теперь пора решить вопрос с кузовными панелями. Этим занялся Андрей с позывным «Дрон Пластилин». Как мы говорили ранее, на старые панели от Волги мы навалим килограммы шпатлевки, выведем форму в идеал, в дальнейшем снимем с них матрицы и откатаем новые детали из стеклопластика. В итоге получим легкие, крепкие, красивые кузовные панели с правильной геометрией. Но не все так просто и быстро. И на эту работу ушло более одного Андрея месяца. Именно поэтому он выглядит таким усталым и все никак не может собраться с мыслями. Продолжаем шпаклевать нашу скульптуру. Чередуем направление намазывания шпаклевки. То есть, если один слой мы стягивали поперек капота, то следующий слой мы стягиваем уже вдоль капота, чтобы перекрывать эти борозды, которые образовываются при шпаклевке. Кстати, очень прикольная шпаклевка с индикатором цвета. Изначально она голубая, и потом в ходе реакции она меняет свой цвет, и очень наглядно видно, что не стоит спешить. Не стоит спешить. Все. И очень классно, что наглядно видно, что не стоит приступать к перетиранию шпаклевки. И когда шпаклевка уже полностью полимеризовалась, закончилась у нее реакция отверждения, голубизна полностью уходит. Голубизна полностью уходит. Реакция отверждения закончилась, она обретает уже белый цвет, то значит, что можно приступать уже к перетирке ее. Зачастую любители спешат. Намазали, подождали полчасика, шаруют эту невысохшую шпаклю, которая забивает наждачку и плохо точится. Кстати, рекомендую хотя бы раз попробовать эту шпаклевку с индикатором. Это не реклама. Нам за это не платили, а могли бы. Ты продажная душа! Но пока Андрей выводит форму капота, Валера занимается задним бампером. Предлагаю немного освежить память и тезисно пробежаться по его изготовлению. В первую очередь из 3D-модели мы вытянули форму бампера, разрезали ее на блины, вырезали эти блины при помощи ЧПУ из пенополистирола. Затем собрали конструктор, который разобрали на 3D-модели, и получили копию бампера Bugatti Chiron, правда пока что из пенопласта. Эту пенопластовую форму мы вкинули в кузов и при помощи шпатлевки довели форму до должного состояния. Следующим этапом мы накинули на отшпатлеванную форму несколько слоев стекломата и получили матрицу, при помощи которой мы и изготовим стеклопластиковый бампер, вернее изготовит Валера, собственно его выход. Для того, чтобы получить максимально качественную деталь, необходима максимально качественная матрица. Ее мы и доводим всеми возможными способами: дремелем, скульптурным пластилином, шпатлевкой и молитвами. К слову, только на эту работу ушло 4 дня по 8 Валера часов каждый. Когда матрица уже готова, можно закидывать в нее материалы и готовить бампер. Между слоями шпаклевки не обязательно ее шкурить. На самом деле адгезия будет еще лучше, если... Нет. No.
Между слоями шпаклевку не обязательно шкурить. Можно сразу же на уже ставший слой. Шум этот мешает, нет? Похуй. Вообще абсолютно. Перезагрузочка. Достаточно, чтобы между слоями нам тут не попадались никакие катышки и какие-то другие мелочи. На вздир можно пройти шпателем. Этим движением мы подобрали какие-то мелочи, какие-то сориночки, какие-то макушки. Блять, это сложные слова подбираю. Тексты пишите нормально, пишите херню какую-то. Тяжело. Не знаю, как это объяснить. Голову опусти чуть-чуть. Я понял. Не знаю, как это объяснить. Не знаешь? Молчи. Между слоями шпаклевку мы не шкурим. Адгезия будет очень хорошая, потому что... Потому что. Так, мы должны это сделать. Мы должны это сделать. Все, блядь, все, собрался. Между слоями шпаклевку мы не шкурим. Сам не понимаю, что я говорю. Не рекомендую тебе использовать слова, значение которых ты не понимаешь. Усё. Вот хуя ты руку убрал блядь, сразу. Значит, наконец-то мы изготовили наш бампер. Тезисно пробежимся. На болванку мы нанесли разделительный воск. После того мы нанесли гель-коут состав, 4 слоя стекломата с полиэфирной смолой. Вот так вот выглядит конечная заливка, но это еще не все. Нам предстоит сейчас все это разделить. Я вам скажу, что это не так-то и легко. Как вы поняли, откатать бампер такой сложной формы – это полдела. После этого необходимо каким-то способом извлечь его из матрицы. Валера уверяет нас, что это не так уж и просто. И глядя на эти кадры, я охотно ему верю. Спустя пару часов безуспешных попыток стало понятно, что без трепанации не обойтись. Берем хирургический инструмент от Bosch и таким вот нехитрым способом освобождаем деталь. Спустя 2 Валера часа операция завершена и пациент выглядит вот так. Тем временем работа над капотом продолжается. Как вы заметили, на все свои инструменты я понаклеивал липучку. Это обычная липучка с магазина «Все для швейки». На нее отлично лепится наждачка. Очень удобно использовать, максимально удобно использовать, когда что-то надо сделать круглое. Что самое интересное, всегда отлично работает комбинация квадратный брусок и круглая наждачка. Нифига себе! Это моя короночка. Вот здесь вот, допустим, такой выгиб. Мы выгибаем эту резиночку и точим. Великолепно. Великолепно. О, как здорово-то получилось. Сейчас будем кант выводить. Одного слоя малярки всегда недостаточно. Он сразу сточится при встрече с наждачной бумагой. Так. Итак, подточили кант под одну сторону. Теперь, не отрывая скотч старый, подгоняем вторую сторону. Далее перебиваем риску на электрической или пневматической эксцентриковой шлифмашинке. Будем использовать 180-ю наждачку, которая перебьет нам риску и подготовит поверхность. Когда капот загрунтован, отталкиваясь от него, делаем правильный зазор, то есть прилегание его к крыльям. Болгаркой убираем все лишнее, скидываем крылья, а дальше точно такой же процесс, как и с капотом. Килограммы грунтовки, километры наждачки, Андрея сутки за Андрея сутками и обязательно проявка. В итоге имеем идеальную форму.
Основную работу по шпатлевке крыльев мы проделали в предыдущей серии, и тут нам стало интересно, сколько же весит такое крыло. Взвесили и решили устроить небольшой квест в телеге. Тот, кто назовет максимально близкий вес, получит приз. Все подробности непосредственно в телеге, ссылка в описании. Пока ребята занимаются кузовом, я отправился раздобыть краску. Рассказал на подборе о проекте и попросил подобрать краску по картинке с телефона. В общем, приехали мы выбрать красочку, и я вот тут подумал, что в прошлый раз мы красили, ну вот, типа под этот рендер, у нас была голубая с белым, и для того, чтобы какую-то разницу увидеть, понять, и, собственно, проголосовать, какой нам цвет в будущем выбрать, надо сделать что-то кардинально другое. То есть сейчас думаю сделать красный с белым, тоже по черновому покрасим, поэтому сейчас подберем какую-то базу, похожую на этот цвет, и, собственно, пыльнем перед выставкой и покажем, как это выглядит. Вот хотелось бы, наверное, приблизиться к этому. Ну, такой типа кэнди, да, как я понимаю. Просто я цвета вживую не видела, так картинка. А его вживую нету, это дизайнер нарисовал из головы. Поэтому достаточно тяжело что-то подобрать. Ну, я думаю, вот это будет. Нам как бы точного попадания не надо, мы максимально что-то близкое выберем, покрасим, а потом уже будем смотреть. В итоге мы все же подобрали краску по картинке из телефона. Крутейший насыщенный вишневый цвет. Его особенность в том, что в финале он покрывается тонированным красным лаком. И именно в этот момент происходит магия. Там же взяли комплект для покраски под хром. Мне лично очень интересно затестить эту систему. В ближайших сериях обязательно это сделаем. Ну а если хотите узнать результат пораньше, то мы обязательно его опубликуем в нашем телеграм-канале. В тот же день, как открасим. К сожалению, такой оперативности на ютубе мы не можем похвастаться. Итак, капот и крылья готовы к финальной грунтовке. Осталось дожать двери. Как вы помните, в основе у нас стоят двери от Форда, на базе которого мы строим проект. Теперь нам надо приклеить панель, которая повторяет облицовку двери Волги. Ее мы сделали в первых сериях. Предварительно готовим поверхность, шлифуем машинкой, а болгаркой убираем все лишнее. Следующим этапом пытаемся открыть шовный герметик. Не прокатило, ушел, прокапываешь. После того, как все-таки прокатило, обезжириваем поверхность и наносим герметик на те места, где накладка соприкасается с дверью. Очень надеюсь, что именно на те места, а не по соседству. Накидываем панель, немного рассверливаем и фиксируем заклепками. В финале Андрей зачем-то пробежался по поверхности болгаркой с абразивным кругом. Если честно, я и сам не понял зачем. Спросить забыл, а звук надо было писать. После непонятной манипуляции с болгаркой необходимо убрать все стыки и следы монтажа стекловолокном. Тут все по классике. Полиэфирная смола, стекловолокно, валик и половина Андрея дня, то есть 3 часа. Я надеюсь, он понял, о чем это я. После того, как смола высохла, отрезаем лишнее, а дальше по стандартной схеме. Побольше шпатлевки, наждачки, Андрея, но вы поняли. Тем временем Валера занимается задним бампером. В оригинале у Bugatti стоит вот такое антикрыло, которое открывается и меняет свой угол. По его форме мы и подгоняем бампер. Отрезаем все лишнее и прикидываем его к основному кузову. По сути, это даже не бампер, это и есть часть кузова, так как у Bugatti это цельная конструкция. Мы же делали ее отдельно, потому что так проще изготовить деталь.
Ну а теперь осталось это объединить. Тут мы решили сильно не заморачиваться и просто прикрутить ее на саморезы, а для надежности проклеить скотчем, что вы и видите. Конечно же, это шутка. Это всего лишь временные прихватки для позиционирования, а скотч нужен для того, чтобы смола не протекла из стыков, так как две эти части мы соединим между собой стекломатом. После того, как смола высохла, мы принялись в спешке готовить весь кузов к черновой покраске. Дело в том, что еще пару месяцев назад я пообещал ребятам выкатить промежуточный результат в Волгате на местное автомероприятие под названием «Локация». Ну и конечно, в лучших традициях покраску и сборку мы закончили ночью за пару часов до выезда. Первым делом занялись основным кузовом. Растворителем убрали старую краску. Кстати, эти разводы отлично сыграли роль проявки. Это такой тонкий слой краски или специальной пудры для того, чтобы было видно, где поверхность уже перешлифована, а где надо еще поработать. Также проявка проникает во все углубления, изъяны и следы от грубой наждачки. И после шлифовки эти места контрастно выделяются, если, конечно, цвет проявки кардинально отличается от цвета детали. Именно поэтому на светлую деталь я наношу темную проявку, а дальше пару часов шлифовки и можно красить. К слову, конкретно эти кадры снимались за 15 часов до выезда, поэтому всем, кто находился в мастерской, пришлось взять в руки наждачку. Перед тем, как красить двери, капот и крылья, накидываем их на кузов, проверяем, что они более-менее стыкуются между собой, и тут же по месту крепим дверную ручку от Волги. Когда все кузовные панели подогнаны, можно приступать к покраске. Андрей тут немного наколдовал, в грунт добавил чуть-чуть лака. И забегая вперед, скажу, что это дало очень крутой эффект. Первым слоем кладем белый грунт. Он же будет являться подложкой для красной краски. Еще раз повторюсь, это черновая покраска, только для того, чтобы визуально разделить машину на два цвета, как в концепте, и выкатить на мероприятие. Так вот, передняя часть будет белой. Ее мы так и оставим просто отгрунтованную. А вот заднюю часть, половинку Bugatti, покрасим в красный. Как вы помните, предварительно я подобрал крутую краску. Но в итоге Андрей отказался переводить ее на такую заборную покраску. Да и к тому же технология предусматривает финальное покрытие тонированным красным глянцевым лаком. А учитывая то, что на данный момент поверхность нашей скорлупки далека до идеала, покрывать ее глянцем очень плохая затея, поскольку глянец отлично подчеркивает все изъяны и неровности. В итоге мы просто положили два слоя красной базы. При высыхании она становится матовой и смотрится очень даже прилично. В предыдущей серии мы сделали шаблон для изготовления боковых стекол. Как вы поняли, самих стекол пока еще нет, поэтому красим в черный цвет то, что есть. Это совсем не трудозатратно, а внешний вид значительно преобразится. А вот лобовое стекло у нас уже есть. Вернее, мы так думали. Поскольку салон еще не готов, логично будет его затонировать. Андрюха, тонировку купил. Давай лобаш закатаем, чтобы салона не было видно. Салон не готов, как бы, ну, логично, да? Закатай, пожалуйста. Как выяснилось в дальнейшем диалоге с Андреем, цитирую, «Я не какой-то там тонировщик, я маляр, и стекло я буду малярить». А как говорится, маляр сказал, маляр сделал. Ну и наконец финальная сборка. Вишенкой на торте должно было оказаться лобовое стекло. Но по факту оказалось, что это не вишенка, а какая-то курага. В общем, кастомное стекло, которое нам делали больше месяца по индивидуальному размеру, выглядит ужасно. К слову, обошлось оно больше $500. Но с этим подробно разберемся в следующей серии. А пока просто выкидываем его в сторону, так как без него определенно лучше. Но затем погрузка и, конечно же, с опозданием поездка на локацию. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we... Главный вопрос относительно картинки в интернете. Живую, как она выглядит? Больше, меньше, хуже? Ну, а по пропорциям, намного больше. Больше, да? Старые машины, они всегда лучше выглядят. Посмотрите, сколько современных машин сегодня тюнингуется, доделывается. Старые машины в тюнинге не нуждались. Там была душа автора проекта. Вживую гораздо лучше, она шире, задняя часть вообще просто такая внушительная. Я понимаю, что очень еще много работы по ней,
но в целом вы молодцы. Смотрю вас постоянно. Первое впечатление — шок. Я позвонил маме, рассказал, просто она тоже в шоке сказала. Папе расскажет обязательно тоже. Я думаю, что здесь основа — это водородный двигатель. В паре с двумя электродвигателями как минимум работает. На задней оси. Да, ну и V6 на переднее левое колесо, я думаю, тоже. Вопрос возник, дискуссия на $100. От чего приборная панель? Торпеда. Приборная панель? Ford Prop? Это Tesla последней модели. А, точно. Да, на самом деле Ford Prop, все верно. Если без стёбла, ребята, очень прикольный проект. Будет интересно наблюдать. Подпишусь, буду смотреть, потому что, очень прикольная штука. А как вообще вживую? Формы просто супер секс. Нормальные? Ребята... Высота, ширина? Ребят кормят нужным овсом, они знают толк в дизайне. Колоссальный труд, сразу видно. Те, кто разбирается в этом всем, тот поймет. Те, кто в этом не разбирается, те на сегодняшний день этого не поймут. Но сразу видно, что здесь нормальный кусок работы. Продолжайте в том же духе. Вживую смотрится намного круче. Вообще формы немножко не передаются, да, то вживую смотришь на нее, просто пропорции идеальные. Не представляю, каких это масштабов и как трудно это все дается. Для меня это вообще такой темный лес. На мониторе она заметно меньше. Меньше? Чем в жизни, да. То есть здоровая, да? Габаритная. Ну это хорошо, не надо переделывать? Нет. Вы наверняка заметили, что буханка уже стоит в новой мастерской. И уже очень скоро мы вас порадуем. Кстати, на днях в нашем телеграме выйдет большой пост, где мы расскажем, что же с проектом и кое-что анонсируем. Спасибо за просмотр и добра от топора.